Представьте, ваша семья делит двушку с другой семьей. Квартиру вы покинуть не можете, ведь вас разыскивают. Поэтому вы заперты вместе, как на подводной лодке, в течение почти 2 лет. Именно в такой ситуации оказался 13-летний ребенок в годы Второй мировой войны. Сегодня мы поговорим об Анне Франк, о девочке, которая не совершала никаких подвигов, не была политиком или военным, но стала одним из главных символов 20 века. Ее дневник, который она вела в изоляции, читают по всему миру, а ее история не только о Холокосте и войне, но и о том, как обычная жизнь может оборваться лишь благодаря идее властей, будто есть правильные и неправильные люди. Анна Франк родилась 12 июня 1929 года во Франкфурте на Майне. Ее жизнь поначалу была как у обычного ребенка в Германии того времени. Она ходила в детский сад, у нее были друзья, игры, книги. Но мир вокруг уже менялся. В 1933 году к власти в Германии пришли нацисты, и еврейская семья Франк поняла – безопасность – это иллюзия. Поэтому Франки, супруги Отто и Эдит, и их дочери Марго и Анна постепенно перебрались сюда, в Амстердам. Здесь жизнь была другой. Анна ходила в школу, учила языки, росла как обычная девочка, вместе со старшей сестрой ходила в школу, завела новых друзей. Их отец открыл фирму по производству пектинового порошка. Маленький, но вполне успешный бизнес. До оккупации Нидерландов тут действовала демократическая конституция, и евреи чувствовали себя в безопасности. Пока в соседней Германии вовсю расцветал антисемитизм. Обычная жизнь продолжалась до мая 1940 года, пока 10 мая гитлеровская армия не вторглась в Нидерланды. Страна была оккупирована спустя 5 дней. Оккупационная администрация начала вводить антисемитские законы. Евреям запрещали посещать парки, кинотеатры, детей переводили в отдельные еврейские школы, у семей отбирали бизнес. Фирму Отто Франка конфисковали. Но в тот момент франки еще могли жить, не скрываясь. В июле 1941-го выглянувшая в окно Анна случайно попала в объектив кинокамеры. Это единственная известная кинопленка с ней. В 1942 году гитлеровцы приступили к окончательному решению еврейского вопроса. В Нидерландах начались массовые аресты и депортации. Первая запись в дневнике Анны датирована 12 июня 1942 года. Это 13-й день рождения девочки. 2 днями позже Анна подробно напишет об эмоциях, пережитых в тот день. В пятницу 12 июня я проснулась в 6 утра. Ведь это был день моего рождения. Я заглянула к маме с папой, а потом в гостиную, чтобы рассмотреть подарки. Первым увидела тебя, дневник. Мой самый лучший подарок. Еще были букет роз и 2 букета пионов. Подарков было много. Сладости, одежда, настольная игра, книга. Ничего особенного на первый взгляд. В июле семья Анны Франк получает повестку для Марго. Она должна явиться, чтобы ее отправили на трудовую службу в лагерь. И семья принимает решение запустить в ход план, который Отто Франк подготовил заранее. Спрятаться в убежище, которое обустроено в задней части дома, где находилась фирма Отто Франка по адресу Принценграхт 263. Вот в этом здании. На днях гуляла с папой по нашему кварталу, и он вдруг заговорил о том, что нам предстоит поселиться где-то тайно. Он говорил так серьезно, что мне стало страшно. Переезжают они на следующий же день, и об этом Анна подробно напишет в дневнике. Они взяли с собой огромную сумку, и Мип унесла в ней кучу наших вещей. Туфли, платья, куртки, белье, чулки. Она пообещала вечером прийти снова. В 11 пришли Мип и Ян Гис. Мип работает в конторе отца с 1933 года. Она и ее новоиспеченный супруг Ян – наши близкие друзья, которым мы полностью доверяем. И вновь туфли, чулки, книги и белье были погружены в необъятную сумку. В половине 12-го Мип и Ян исчезли. В 5:30 утра меня разбудила мама. Мы, все 4, оделись так тепло, как будто нам предстояло переночевать в холодильнике. Это было необходимо, чтобы захватить с собой как можно больше одежды. Разве могли евреи в нашей ситуации появиться на улице с чемоданом? Я натянула на себя 3 рубашки, 3 пары брюк, поверх них юбку, жакет, плащ, 2 пары чулок, осенние туфли, шапку, шарф, и это еще не все.
Я буквально задыхалась, но никто не обращал на это внимания. Семье предстоит жить в помещении размером около 50 квадратных метров жилой площади. И это для 7 человек. Помимо франков, укрываться там же начали ванпельсы. Семьи часто проводили выходные вместе и вместе же решили спасаться. А чтобы максимально отвести подозрения, Герман ван Пельс распустил слух. Франки бежали в Швейцарию. И укрылся в задней части дома с женой и сыном. Им помогали не только Мип и Ян Гизе, но и другие друзья-голландцы Отто Франка. Йоханнес Клейман, Виктор Куглер и Беб Фаскёйл. Здесь прервемся быстро на небольшую рекламу. Посмотрите, пожалуйста, а потом поговорим о жизни в убежище. Мы открыли предзаказ первого тома нашей книги о Второй мировой войне. Вот она у меня в руках. Эта книга основана на сценариях моего сериала о Второй мировой, который выходит на этом канале уже 2 года. И за это время собрал десятки миллионов просмотров. Видео — это быстрый формат, который можно посмотреть на ходу. Но у печатной книги есть своя магия. Ее можно подарить, перечитать, оставить на полке. А если повезет, когда-нибудь она станет учебником. Это и была наша цель – сделать нормальный и понятный учебник для тех, кто хочет разобраться. Мы начали этот проект в конце прошлого года и поначалу думали, что справимся за 4 месяца. У нас уже был опыт работы над книгами. «История новой России», «100 советов мэру», а еще когда-то мы перевели на русский язык и издали 4 книги по урбанистике. Но довольно быстро стало ясно, что эта книга потребует совсем другого объема работы. В итоге работа заняла 7 месяцев. Над ней трудилась команда из 21 человека. Историки, редакторы, художники, фактчекеры. Мы пересмотрели сотни архивных фотографий, чтобы каждая деталь на иллюстрациях была точной, от формы касок до размеров люка на ранних версиях Т-34. Как и в нашем сериале, здесь нет пропаганды и чьих-то политических позиций, даже наших. Мы просто рассказываем, как все было, опираясь на исторический консенсус. И в 2025 году такая книга особенно важна, потому что в современной России лозунг «никогда больше» давно сменили на «можем повторить». Тема Второй мировой превратилась в священную корову, окруженную запретами и статьями Уголовного кодекса. Любая книга или фильм о войне сегодня должны укладываться в установленные пропагандой рамки. Нельзя показывать даже исторические фотографии со свастикой. Нельзя обсуждать ошибки советского командования или неудобные факты. За это можно получить уголовное дело. А мы сделали книгу без цензуры, на русском языке, красивую и классную, без цензуры. Первый том рассказывает о причинах войны и ее первых годах, от Версальского договора и мирового кризиса до захвата Польши, падения Франции и обороны Великобритании, ну и начала войны на Восточном фронте, начало Великой Отечественной. Сейчас открыт предзаказ на первый том. А еще мы планируем второй том. Как только соберем хотя бы треть бюджета, начнем работу. Там будет не меньше сложных тем, и мы хотим сделать ее также качественно. Вы можете поддержать нас любой суммой. Если вы пожертвуете $100, мы пришлем вам книгу из первого тиража, а за пожертвование в $1000 добавим ваше имя в список благодарностей в конце первого тома и пришлем экземпляр с моим автографом. Если вы хотите сами разобраться, как все началось, и показать эту историю своим детям или друзьям, без пропаганды, без лозунгов, просто, понятно и честно, заказывайте книгу. В распоряжении семей 2 комнаты, небольшая столовая и чердак. Вход спрятан за поворотным книжным шкафом, который сделали специально, чтобы скрыть лестницу. Каждый день здесь испытание. Еда строго по норме. Днем нужно вести себя очень тихо, чтобы сотрудники внизу ничего не услышали. Пользоваться водой и туалетом можно только в определенные часы. А Анна ведет свой дневник и через него обращается к подруге Китти. Пишет обо всем. О страхе, скуке, маленьких радостях, о ссорах с матерью и любви к отцу, о влюбленности в мальчика из школы. Она много и подробно анализирует, осмысляет стремительные изменения в себе, ведь это был дневник растущего подростка. Описывает соседей по укрытию и трудности совместной жизни. Описывает людей, которые помогают им укрываться. Те периодически заходят к ним, приносят еду и новости о мире за стенами дома. Дневник становится для Анны способом сохранения рассудка и попыткой понять себя, свои мысли и эмоции. Я увидела свое лицо в зеркале, и оно выглядело совершенно иначе, чем обычно. Я выглядела счастливой, но в выражении лица все еще оставалась какая-то грусть. Улыбка сама собой сползала с моего лица.
Со временем девочка все чаще обращает внимание на бытовые проблемы, проявляет интерес к событиям за пределами укрытия, по крупицам собирает информацию о происходящем на фронтах Второй мировой. Наконец-то у англичан несколько удач в Африке, и Сталинград все еще не сдался. Так что наши мужчины ужасно веселы, и сегодня утром у нас был кофе и чай. В последнее время наши отношения с мамой стали лучше, но мы никогда не бываем откровенны. Папа прячет в душе что-то, чего он не хочет показывать. Все же он, как всегда, ужасно мил. Несколько дней топится печь, и вся комната в дыму. Марго я не могу назвать иначе, как дрянью, и она меня ужасно раздражает день и ночь. 16 ноября в убежище подселяется 8-й жилец, дантист Пфефер, которого туда направила МИП ГИС, и которого Анна в своем дневнике шифрует под псевдонимом Дюссель. Поначалу, со слов самой же Анны, Дюсселя считают славным человеком, но не проходит и 2 недель, как от былого радушия не остается и следа. Господин Дюссель, о котором всегда говорили, что он отлично ладит с детьми и вообще любит всех детей, оказался на деле старомодным воспитателем, постоянно читающим лекции о хороших манерах. Поскольку я имею честь делить свою комнатенку с этим глубоко уважаемым господином, и среди 3 представителей юного поколения слову самой невоспитанной, то именно на меня сыплются всевозможные упреки и нотации. Чтобы избегать их, приходится соблюдать обет молчания, как в Восточной Индии. Но все было бы ничего, если бы господин не оказался большим ябедой и не адресовал свои доносы маме. При том, что Анна вроде как остается подростком, ей приходится быстро взрослеть. Она работает, занимается самообучением, а в свободное время делится своими мыслями в дневнике. Я часто бываю в унынии, но никогда в отчаянии. Я чувствую, как с каждым днем созревает моя душа, как близится освобождение, как прекрасна природа, какие хорошие люди меня окружают. Анна Франк откровенно признается в том, что ей бывает плохо. Девочка каждый день встает перед выбором – либо сосредоточиться на ужасе, либо замечать позитив даже в незначительных моментах. Она наблюдает за миром, которого почти не видит, и пытается понять его через диалог с самой собой. При этом жизнь в укрытии была далеко не безоблачной. Только представьте, замкнутое пространство, много людей, а вы еще подросток. Конфликты с матерью, споры с соседями – все это усиливало стресс. Но ведение дневника помогало Анне справляться и вспоминать, ради чего они проходят все эти испытания. Она размышляла о будущем, о свободе, о том, как хочет жить, когда война закончится. Поэтому ее мысли были наполнены верой, что однажды наступит тот светлый день, без преследований, когда можно будет просто жить. О, Китти, самое прекрасное для меня в высадке союзников – чувство, что приближаются друзья. Анна уже мечтает о свободе, верит, что в сентябре или октябре пойдет в школу, что их спасут. Она редактирует и дополняет дневник, услышав по радио, что дневники могут стать важным доказательством страданий народа от рук немцев. Я в точности представляю, какой хотела бы быть и какова моя душа, но, к сожалению, только я одна это и знаю. Другие убеждены в моем счастливом характере и не знают, что я нахожу счастье в своем внутреннем мире. Это была выдержка из последней записи в дневнике Анны Франк, которую она сделала вот здесь, в этом здании. «4 августа 1944 года их укрытие было раскрыто. Неизвестный написал донос. Арест, депортации и Аушвиц ждали всех, кто прятался в убежище, кроме Китти. Китти оказалась недосягаемой для нацистов, ведь она была воображаемой. Анну и ее сестру Марго в итоге разлучили с родителями. Из Аушвица девочки попали в Берген-Бельзен, и там умерли от тифа в феврале-марте 1945 года. 15 апреля Берген-Бельзен освободили британские войска, но было уже поздно. Родители, Отто и Эдит Франк, остались в Аушвице, в крупнейшем из нацистских лагерей. Там погибла Эдит за 20 дней до прихода советских войск. За 9 дней до освобождения лагеря нацисты погнали узников Аушвица пешком на запад, так называемым «маршем смерти». В Аушвице оставили около 7 тысяч безнадежных, которые, по мнению надзирателей, в любом случае умрут. И в их числе оказался и Отто Франк. Им повезло. Безнадежных смогли поставить на ноги ленинградские врачи, получившие уникальный опыт во время блокады Ленинграда.
После войны Отто Франк получил дневник дочери, который сохранили МИП и БЭП ГИС, и решил его опубликовать. Так появился дневник Анны Франк. Документ, ставший не только символом Холокоста, но и символом человеческой стойкости. Многое для сохранения памяти об Анне Франк и ее дневнике по сей день делает бывшая узница Аушвица Ева Шлосс, приемная дочь Отто Франка. Ее мать, ставшая второй женой Отто, тоже чудом выжила в том лагере. Дневник Анны читают миллионы людей по всему миру. Он переведен на десятки языков, стал настольной книгой и источником вдохновения для многих. У этой книги возникла собственная история. Анна часто была весьма откровенна со своей воображаемой подругой, даже слишком по представлениям того времени. Поначалу дневник публиковали с большими купюрами, так, цензурировали, можно сказать. Но потом пришло понимание. В том-то и ценность дневниковых записей. Их делал живой человек, подросток, который даже в заточении продолжал постигать мир вокруг себя и формировать собственное мнение. В более поздних изданиях цензуры становилось все меньше. И совсем недавно, в 2016 году, исследователям удалось обнаружить и распознать фрагменты дневника, которые сама Анна скрыла под оберточной бумагой, приклеив ее к страницам. История Анны Франк не только трагедия, но и урок человечности. Даже в условиях гонений, постоянной опасности, изоляции и страха можно оставаться собой, продолжать учиться, думать, чувствовать и мечтать. История Холокоста и Второй мировой войны, как и любой другой войны, состоит не из абстрактных цифр, а из судеб людей. Мысли и переживания каждого – отдельный мир. Именно это осознаешь, когда читаешь записи Анны, где описаны очень живые, не всегда приглаженные наблюдения человека, который мог прожить еще целую жизнь. Если бы все обернулось иначе, Анна, может быть, дожила бы и до наших дней. Как хранительница памяти об Анне Франк Ева Шлосс. Ей сейчас 96 лет, а родились они с разницей в 1 месяц. Кажется, что события 40-х остались далеко в прошлом, но тем страшнее напоминание. Прямо сейчас с нами могли бы быть сотни тысяч из тех, кто был убит тогда. От очень многих не осталось ни строчки, даже имени и фамилии. Но каждый тоже о чем-то думал и мечтал, просто не записал этого на бумаге. Или бумагу эту потом никто не нашел и не опубликовал. Мы никогда не узнаем, каким был бы мир, если бы эти люди не погибли. До завтра.